Привет! Вы на канале Готовим дома, с вами Олеся. Не могу не поделиться рецептом безумно вкусного пирога, готовится очень быстро, продукты все самые простые всегда найдутся на вашей кухне. Включаем духовку и начинаем готовить горячий молочный пирог. Друзья, из какого города или страны вы нас смотрите? Напишите в комментариях. Мне очень интересно поближе познакомиться с нашими любимыми зрителями. В кастрюльку наливаю 240 мл молока. Сюда же кладу 70 грамм сливочного масла. Добавляю чайную ложку ванильного сахара. Ставлю на огонь и нагреваю, пока масло растает. Я делаю самый маленький огонь, поэтому пока нагревается молоко, беру миску и разбиваю 4 яйца. Я беру яйца среднего размера. Сюда же добавляю маленькую щепотку соли. Всыпаю 250 грамм сахара. Беру миксер и все взбиваю до пышности. Посмотрите, вот так пышненько взбились яйца с сахаром. Теперь беру 350 грамм муки, добавляю сюда пакетик разрыхлителя, это 2 чайных ложки, перемешаю, чтобы мука и разрыхлитель хорошо смешались, тогда пирог пропечется хорошо, равномерно, получится пышным и воздушным. И просеиваю в тесто половину муки. Остальную муку я пока отставлю в сторону и вот так ложкой или лопаточкой перемешиваю тесто. Как раз молоко уже нагрелось, а масло растаяло. Вливаю в тесто половину горячего молока, перемешиваю. И добавляю оставшуюся муку. Нужно хорошенько перемешать тесто, вот так. Теперь вливаю оставшееся горячее молоко с маслом, еще раз перемешаю, и вот такое волшебное тесто у нас получается. Посмотрите, как оно стекает лопаточки, примерно вот такой консистенции оно должно получиться. Выливаю тесто в форму, у меня форма размером 24 на 24 сантиметра. Форму я смазала маслом и обсыпала мукой. Вы также можете застелить форму пергаментом, делайте так, как привыкли, как вам удобнее. А я хочу еще раз напомнить, какие продукты для пирога мы используем в этом рецепте. Все продукты простые и доступные найдутся в каждом доме. Духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов. Мой пирог испекся ровно за 35 минут. Готовность я проверяю деревянной палочкой, я вставляю ее в середину пирога, и если палочка выходит из пирога сухой и без следов сырого теста, пирог уже готов, можно доставать его из духовки. Самое интересное, что благодаря маленькому секрету, когда мы добавляем в пирог горячее молоко с маслом, мы завариваем тесто молоком, и за счет этого пирог получается очень нежный, воздушный и очень-очень сочный. На мой вкус он даже вкуснее торта и шарлотки. Очень влажный, пропитанный, его можно есть просто губами. Можно посыпать пирог сахарной пудрой и подавать хоть в горячем, хоть в холодном виде. Только посмотрите, какой красавец у нас получился. Друзья, если вам понравился рецепт, напишите в комментариях «Хочу пирог», и я буду снимать для вас больше таких быстрых и вкусных рецептов. А также сохраните рецепт, чтобы не потерять, и поделитесь с друзьями и подружками в соцсетях. Обязательно приготовьте этот горячий молочный пирог, он вам точно понравится. И подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Нажмите колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться», тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых вкусных видео. Желаю вам приятного аппетита! С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся! Приготовь, поделись, подпишись!